Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunavadi Paschatadesha Tarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshunamalatam Yena Tasmai Shri Guruvai Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapat Kamlam Shri Gurana Vaishnavascha Shri Rupam Sagritam Sahaganaganathvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarabhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakha Nitavascha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Bhaksha Kripa Sindhuvaya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So I welcome all of you from Central Asia for the class in Srimad Bhagavatam. Приветствую всех вас, центральноазиатских преданных, на лекции по Бхагаватам. Сегодня мы читаем первую песнь Бхагаватам, вторую главу Божественности, Божественное служение, 16 текст. 16 текст, такой замечательный. So please repeat, you can repeat after the verse after me, that is, Shru, that it is Sutta Goswami Ovacha. Sutta Goswami is the sage from, he is addressing to the sages of Naimisharayana. Эти слова произнес Сутта Госвами, обращаясь к мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, и давайте вместе будем повторять этот текст. The sages of Naimisharayana, they had put up 6 questions to him in the previous chapter, we have gone through them. В лесу Наймишаране мудрецы задали Сутте Госвами 6 вопросов, которые рассматриваются на протяжении Бхагаватам, первой песни. And now he is answering those questions. Вот здесь, в этой главе, он отвечает на вопросы, которые были ему заданы. So please repeat the shloka after me. Давайте будем вместе повторять этот текст. Shushrusho Shraddhanasya Шушрушо Шрададханася Vasudeva Katharuchi Васудева Катхаручи. Можно микрофоны включить, если хотите. Syan Mahatsevaya Vipraha Сьян Махат Севая Випрага Punyatirtha Nisheshvarat. Пуня Тиртха Нишеванат. So we will just skip the others reading it. We will straight away go for the word meanings and the purport, translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Прочитаем пословный перевод, текст и комментарий к тексту. Shrushasham, one who is engaged in hearing. Mataji Radhika Krpa, if you wish, we can save some time. I can just read it Yes, in Russian. yes. Please do that. I would be very glad. Yes. Please do it. Окей. Читаем пословный перевод или пропустим его? Рожденные, пуния тиртха тем, кто свободен от всех пороков, и шева над служением. Перевод текста. О дважды рожденные мудрецы! Служить преданным, полностью свободным от всех пороков – великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать
об абсолютной истине вечности Бога. Но милостью освобожденных преданных слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним, и когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртхами, и они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа, они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как яствует из Бога откровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к Нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он вне всяких сомнений был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему больше удовольствия, ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем и потому очень дороги ему. В Бхагавад-гите текст 18.69 Господь провозглашает, что для Него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет Его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Хари Кришна. Hare Krishna. So it's a long purport, and now we will go for the meaning of this purport. You want to translate that first? Yes. Of course. Комментарий был достаточно длинным, и сейчас мы будем его разбирать, смотреть, о чем там была речь. So this purport explains that there are only two kinds of people. One is devotees, the devas, and the other are asuras. В этом комментарии говорится, что есть лишь две категории людей. Одних мы называем девами, других демонами или асурами. Either a devotee or a non-devotee. То есть это одни из них преданные, другие непреданные. And if you are eager to enter the kingdom of God, if you really want to go out of the cycle of birth and death, Если человеку хочется достичь Царства Бога и выйти из цикла повторяющихся рождений и смертей, so if you are eager for that, the last concluding line of the purport is, the eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. то тогда нужно обратить внимание на заключительное утверждение комментария к сегодняшнему тексту, в котором говорится о том, что квалификацией для вхождения в Царство Бога является сильное желание слушать повествование о Нем. So one should hear from a pure devotee of God about God so that he can enter the kingdom of God. Для того, чтобы войти в Царство Бога, нужно слушать чистого преданного Бога о том, как Он рассказывает о Боге. Srila Prabhupada says, by serving the servants of the Lord, one gradually gets qualified. One gets qualified and gets the quality of the servant, of that pure devotee. The qualities of that pure devotee come to you if you listen to a pure devotee of the Lord. В этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, что если слушать чистых преданных Господа, то тогда человек сам обретает квалификацию служить Верховному Господу, благодаря этому слушанию и служению. And when the pure devotee of the Lord imbibe you with the qualities, His qualities, then you are qualified to hear the glories of the Lord and preach the glories of the Lord. Чистый преданный наделяет нас своими качествами чистой преданности, и тогда у нас появляется способность слушать о Господе и проповедовать славу Господа. As most of you are Guru Maharaj disciples, then I have
I don't feel at all shy in saying this, that our Guru Maharaj was that pure devotee of the Lord, that pure servant И of Srila Prabhupada. И поскольку большинство собравшихся ученики Гуру Махараджа, Гопал Кришна Госвами Махараджа, я могу без всякого смущения сказать, что Гуру Махарадж как раз и является таким чистым преданным Господа. By listening to him, we all of us have that experience. By listening to him, really we have been qualified. We are nothing. We were asuras and we were transformed into devotees by his mercy. И у каждого из нас есть такой опыт, когда мы, по рождению асуры, не представляющие из себя ничего в плане преданного служения, по его милости обретаем эти качества, слушая его повествование о Верховной Личности Бога. Because as far as I know, if you all know me, I have been into Krishna consciousness for the last 26 years. And Guru Maharaj, yeah, please say. Я уже 26 лет в сознании Кришны, и наверняка кто-то из вас знает меня. And Guru Maharaj, when he said that I should give lectures, I had just joined in and he said, I want you to give discourses. And I said, I'm not perfect, Guru Maharaj. And he said, you will become perfect. Гуру Махарадж сказал мне, когда я присоединилась к движению, ты будешь читать лекции. Я сказала ему, но я же несовершенна. И Гуру Махарадж ответил, будешь давать эти лекции свои и станешь совершенной. I'm very fortunate that I got this verse to speak on, and it completely befits our Guru Maharaj. Я очень удачлива, что сегодня мне достался именно этот текст из Бхагаватам, потому что есть возможность прославить Гуру Махараджа, этот текст о нем. The translation itself says, O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, yeah, you can say that. И сам текст звучит следующим образом, снова прочитаем его. «О дважды рожденные мудрецы, служить преданным полностью свободным от всех пороков – великое благо». By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. So, as I was told that I should talk about Guru Maharaj also, and Guru Maharaj is the one who really befits, as I said earlier, befits this verse so perfectly that he actually narrated the Bhagavatam. Again and again I was listening to the same stories he was narrating, but again and again you get the message is always new when it comes. Меня попросили рассказать о Гуру Махарадже, и вот этот текст, который мы сегодня читаем, как раз про него. Всякий раз, когда я слушала из его уст повествования о Кришне, пусть даже эти истории были все время повторялись одни и те же, они каждый раз звучали по-новому. And Guru Maharaj had these qualities where it says the servants of the God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. В тексте говорится, что преданные, которые хотят вернуться назад домой к Богу, должны почитать преданных Господа на одном уровне с самим Господом. And Guru Maharaj always encouraged us to actually listen and respect Srila Prabhupada like he did. Гуру Махарадж всегда побуждал нас к тому, чтобы мы слушали лекции Шрилы Прабхупады и почитали Шрилу Прабхупаду так же, как он почитал Шрилу Прабхупаду. And such servants of God are called Mahatmas or Tirath. Дальше в комментариях к сегодняшнему тексту Шрила Прабхупада пишет, таких слуг Бога называют махатмами или тиртхами. Tirath means a pilgrimage in themselves. Тиртха означает место паломничества. So as he was called Srila Bhagavat Pad, we say Bhagavat Pad. He was personified Srimad Bhagavatam. У Гуру Махараджа есть этот титул Бхагаватпада, это означает, что он олицетворяет Бхагаватам. So he was a Tirath and he preached according to a particular time and place, as Prabhupada says here. И также он Тиртха, и также он, как дальше Шрила Прабхупада пишет в этом комментарии, всегда проповедует в соответствии со временем и местом. It was many times he told us the stories of his preaching in Russia, how he used to preach in the early days in Russia. Много раз Гуру Махарадж рассказывал нам о том, как он начинал проповедовать в России.
And I had personally seen him, how he was working so hard, traveling to the cities in Russia, taking cartons of books with him, and really it was so amazing to see him. And he would say, once he said, Я, Radhika Krpa, I travel in my suitcase, I live in my suitcase. А, я была свидетелем того, как Гуру Махарадж тяжело трудился, ну, вот в плане проповеди в России, как он переезжал из одного города в другой, привозил в Россию книги из Индии. И однажды он сказал мне, я вот буквально на чемоданах живу. And he, exactly when we used to say, you have those powers, I used to say, Guru Maharaj, you have those powers. He said, I don't have any magical powers, he would say that. Когда мы говорили Гуру Махараджу, вы такой могущественный, он отвечал, никаких мистических сил, магических сил у меня нет. But he would, I would say, yes, Guru Maharaj, I know you have those powers. And really, we could, on the Vyasa Puja day, we could glorify him and say everything. And he could not just make us keep quiet that day. И, ну, я ему всегда говорила на это, нет, я-то знаю, что у вас могущество есть. И в день Веса Пуджи нам предоставлялась всякий раз эта возможность рассказать Гуру Махараджу все то, что мы о нем думаем, и у него не было никакой возможности избежать это или заставить нас замолчать. The purport here actually clearly says the servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. В комментарии Шрила Прабхупада ясно пишет, что эти преданные слуги Бога приходят в этот мир для того, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. And the servant of God are actually connected to the parampara, bona fide for disciplic succession. Слуга Бога находится в связи с авторитетной цепью ученической преемственности, то есть с парампарой. We know the Chaitanya Charitamrita says, Dasa Anudas. So Dasa Anudas means servant to the servant to the servant to the servant of Krishna. В читании Чаритамрити есть этот термин «дас анудас», что означает «слуга, слуги, слуги, слуги Господа Шри Кришны». So by serving our Guru Maharaj, we serve Srila Prabhupada. We serve the whole Guru Parampara till Krishna. Служа Гуру Махараджу, мы тем самым также служим Шриле Прабхупаде и всем остальным личностям, входящим в Шри Гуру Парампару, вплоть до Господа Шри Кришны. I was very fortunate to be with Guru Maharaj on all the weekends of April, the month of April, the 2024, just before his departure. We had big association, a long association with him, because the Rohini temple opened up and he was there for a week there. And then in the big temple, Shri Parthasarthi, Shri Radha Parthasarthi also. В 2024 году мы открыли храм в Рахине, и на протяжении недели имели возможность общаться с Гуру Махараджем там, в этом храме, также в храме Шри Рада Партхасарадхи. Я очень удачлива, что имела возможность общаться с Гуру Махараджем вплоть до апреля 2024 года, то есть незадолго до его ухода. As you all are aware that the Rohini temple opened up, the Rohini temple in Delhi opened up on the Ram Navami day, the 17th of April 2024. Как вы все знаете, этот храм в Рахине был открыт 17 апреля 2024 года, в день Рама Навами. So my husband had a big role. He is the interior, the architect. He is the man who did all that, to beautify the temple. Everything was being done under, he was monitoring everything. It was done under him. В этом процессе очень важную роль сыграл мой муж, мой супруг, он архитектор, он разрабатывал этот проект, и сам храм, и его внутреннюю отделку, то есть он за многими процессами следил в том, что касалось строительства и открытия этого храма. So both of us were daily in touch with Guru Maharaj since this temple was being, but the April month was especially the one we were very, very close to him during that time. Так что на протяжении всего этого процесса строительства и подготовки храма к открытию мы вместе с мужем, оба мы находились в плотном контакте с Гуру Махараджем, но особенно в апреле 2024 года, когда состоялось открытие. Even when he met I preach online since COVID time, since I met with my group to Guru Maharaj, I met him on 21st of April, he gave a lecture,
28th of April, he gave a Srimad Bhagavatam class in the temple hall, and then he met me again with my group on 28th April 2024 also. 21 апреля, 24 апреля Гуру Махарадж давал лекции. Также у меня сформировалась группа преданных, которым я проповедую еще с 2020 года, то есть с пандемии. И 29 апреля он дал даршан для всех нас, для меня и вот этой группы. He insisted on wearing a mic because the voice was very feeble. He could hardly speak. His heart was working only 35% at that time. Сердце на тот момент у него работало только на 25% от полной мощности, и голос был еле слышен, поэтому мы настояли на том, чтобы он надел микрофон, чтобы мы могли слышать то, что он говорит. Though we were sitting very close to him in his room, then also he wore a mic, and because he wanted to give a message, a very clear message he wanted to give. У него было ясное послание для всех нас, которое он хотел нам донести. Он надел этот микрофон, мы сели поближе, чтобы услышать это послание. And he said, the body changes. His words were, the body changes, but the message remains the same. Он сказал, тела меняются, а послание остается все тем же. He said, you must follow the instructions, the Vani, the instructions of the spiritual master, if he is not there physically. Он сказал, если духовный учитель физически не присутствует в этом мире, вы должны следовать Ване, то есть вы должны следовать его наставлениям. And he was making it clear that we must listen to his instructions and follow them with full our heart and soul. Со всей ясностью он донес до нас это послание, что мы должны слушать его лекции и полностью отдавая этому свои сердце и душу, следовать этим наставлениям. And his message was that we should all be good in our sadhana, do our rounds nicely, listen to lectures, read Bhagavatam, read Prabhupada books, and preach, distribute the books of Prabhupada. Он сказал нам тщательно повторять круги Хари Кришна Махамантры, следовать садхане, читать книги, проповедовать. Can we repeat the list? Rounds, then sadhana, then books, then preaching, and what else? He was always eager for us to do preaching. Once he told me in its year 2004 or 5 it was, and I was disturbed a bit, and I said, Guru Maharaj, I just want to do my sadhana. I cannot preach. It's very difficult. Однажды я сказал Гуру Махараджу, очень сложно проповедовать, я хочу просто следовать садхане, но Гуру Махарадж всегда настаивал на том, чтобы мы проповедовали. And he really made a fist and put it banged on the table and said, it's my order, it's my order, it's my order that you should preach. Он просто стукнул кулаком по столу и сказал, я тебе приказываю, я тебе приказываю, я тебе приказываю проповедовать. Because Guru can see everything what is going to happen. Потому что гуру понимает, что чему когда суждено случиться. Especially a true Guru, a bona fide Guru like him. Особенно, когда мы говорим о таком истинном духовном учителе, как он. You'll be surprised to know how I was named Radhika Krpa by him. Также вы, наверное, удивитесь, при каких обстоятельствах он назвал меня Радхика Крипой. Do you want to know about it? Should I tell the story? Хотите узнать эту историю, как меня назвали Радхика Крипой? Yes. Yes. I met him in year 99. I had lost my father at that time. В 98 году, в возрасте 75 лет, оставил тело мой отец, и в 99 году я встретил Гуру Махараджа впервые. The night he passed away, I had lot of questions in my mind. That who are we? Why are we born? Why do we die? Where do we go after death? And why are we born? И на тот момент у меня в голове было множество вопросов, таких как кто мы такие, как мы сюда попали, что нам делать, куда мы попадем после окончания этой жизни и так далее. And I was born in a Sikh Punjabi family. You know, the Sikhs with turbans, they wear turbans. I was born in that family. My faith was Sikhism. Я родилась в пенджабской семье, и наше вероисповедание сикхизм, мы сикхи. And then somehow Krishna made it. He heard my
cry, and I'm very determined and stubborn in my whatever I want to do. So Krishna made it, okay, translate, yes. Такое дело, я вот за что не возьмусь, всегда добиваюсь того, к чему стремлюсь, такой уж характер. И Кришна внял моей мольбе, So Krishna made it so easy for me, and I somehow met Guru Maharaj. и все очень сильно упростил Кришна, так что получилось мне встретиться с Гуру Yeah, Махараджем. it's a long story, but cut short. I met him, and after we started following him everywhere. When I met him, I would tell you that how I met him. I'll tell that as well. Сейчас расскажу о том, как я его встретил, как произошла эта встреча. I live in Punjabi Bagh. There was a very small center, a temple, a very small temple was here in Punjabi Bagh in a garage. В Пунджаби-Баге на тот момент был совсем небольшой исконовский храм в гараже, видимо, в каких-то бытовках, скорее всего. Guru Maharaj was visiting this temple, and I didn't know who a sannyasi is. Гуру Махарадж приезжал в этот храм, а на тот момент у меня не было представления о том, кто такие саньяси. So I was standing there near the gates, and he was supposed to give a lecture in the hall. He went in the temple hall to greet the deities at the altar. He went inside with a big crowd, and then he came out with a big crowd. I was standing very aloof in a corner. He just walked to me. He had a flower in his hand, and he gave me that flower, and he went away to give the lecture. Я стоял у ворот, у входа. Он зашел в храмовую комнату для того, чтобы поклониться божествам. Он вошел туда, окруженный большой толпой. Вошел, я стоял в углу, у него в руке был цветок, он отдал мне этот цветок и стал читать лекцию. I took the flower and came home. And the next day morning, my husband went to the temple. It was Sunday morning. And he met my husband, and he told my husband told him, my wife also chants, I also chant. So he said, Guru Maharaj said, I want to meet your wife. Call her. Я взяла этот цветок и пошла домой, а на следующее утро, в воскресенье, в храм пришел мой муж, он поговорил с Гуру Махараджем, и он сказал Гуру Махараджу о том, что и он сам, и я, мы воспеваем, молимся, и тогда Гуру Махарадж сказал моему мужу, я хочу, чтобы твоя жена пришла сюда на даршан. So Guru Maharaj, my husband called me and he said, there is a sannyasi who wants to meet you. I said, I cannot come, I am not ready. It's Sunday. Мой муж сказал мне, тут вот этот саньяси, он хочет тебя видеть, а я сказала мужу, я не могу прийти, я не готова к этому. I said it will take around about 20 minutes. If you want me to come, it will take 20 minutes to get ready and come. So I will meet him next time. Если хочешь, чтобы я туда пошла, то это займет 20 минут, так что я не готова, уж лучше в следующий раз. And Guru Maharaj said, tell her to come, I will wait for her. А Гуру Махарадж сказал, значит, моему мужу, что ничего страшного, я подожду, пусть придет. And then I came, and then I met him, and then I never left him. You came, you met him, and what else, sorry? I never left him then. After that, I always followed him wherever he went. Ага. И тогда я пришла туда на этот даршан, встретилась с Гуру Махараджем и больше уже никогда в жизни не покидала его лотосных стоп. I listened to his lectures every day. I followed him. He was in Delhi. I would follow him to every place where he will give lecture. In a day, 3 temples he went to give lecture, morning, evening, afternoon. My husband and I would be there in all the 3 lectures. И с этого момента начиная, если Гуру Махарадж находился в Дели, повсюду за ним, везде за ним следовали. Например, если он давал 3 лекции в течение дня, утром, днем и вечером в 3 разных храмах, то мы тоже за ним следовали и слушали все эти 3 лекции вдвоем с мужем. And he would give us all the services to drive him in Delhi anywhere, to Vrindavan even, to some places he would let us drive him.
because he gave that permission for me to sit in the car. My husband would drive and I would be in the car. He never said no to me. I was like a daughter to him. Также он всегда относился ко мне как к дочери и позволял моему мужу возить его по Дели и в разные храмы, и во Вриндаван. Он добился разрешения, чтобы я могла присутствовать во время этих поездок. То есть муж ведет машину, я тоже сопровождаю Гуру Махараджа. We would pick him from the airport, we would drop him at the airport, we would wait for him in there, like in the temple, in the till midnight, even in the parking. If he was going to the airport, we would drop him, but we would grab the services. All the services I would take. I would ask Guru Maharaj, we want to take you, and he would say, okay, I will go with you. То есть мы хватались за все эти служения, которые были доступны, спрашивали Гуру Махараджа, можно ли вас забрать из аэропорта или отвезти в аэропорт. И все это делали, в том числе, если это приходилось делать в полночь. And for the initiation part, my initiation happened in 2001. Я получила посвящение в 2001 году. And because I was waiting, I wanted to serve him like that, and I wanted that he should say, I want to give you initiation. I wanted to be a worthy disciple for him. Я хотела быть достойной его ученицей, поэтому служила ему усердно, чтобы он захотел принять меня ученицей. And yes, that happened. When in December 20s, it was 28 December 2001, it was the Moksha Ekadashi. And just before that, when I knew initiations were going to happen, Guru Maharaj said to us in the room, this year I am initiating you both. He said that to me. 28 декабря 2001 года на Мокшада Экадаши мы оба получили от него посвящение. Он так и сказал во время даршана перед посвящением: сегодня посвящение получаете вы оба. And I was praying to Radharani very hard because my Karmi name starts with R. And I never liked my material name. I used to tell my father, I don't like this name. And he would say often, change your name if you want to. But then my all degrees and all certificates were in my Karmi name. So I never changed that name. But my children and my husband, they all knew I don't like that name. I never liked it. Мне мое имя материальное, паспортное не нравится. Оно начинается с буквы «Р». И на это имя оформлены все мои многочисленные дипломы и сертификаты. Я говорил своему мужу, мне не нравится это мое имя. Он говорил, если хочешь, поменяй. Но этих дипломов, сертификатов много, поэтому я не менял. И я перед инициацией молилась усердно Шримати Радхарани, чтобы было хорошее имя. And it starts with R, so I knew that initiation, my name will be starting with R only because it's R. And I was praying very hard to Radharani, please give me your name. То есть я знала, что по правилам имя, которое дают во время посвящения, начинается на ту же букву, что и обычное материальное имя. Я молилась Шримати Радхарани, чтобы она дала, чтобы во время инициации я получила имя, ее имя, какое-либо из имен Шримати Радхарани. My children, my husband, everybody knew I was praying very hard. I prayed to Shishi Radha Parthasarthi, the Radharani there, that please give me your name. Мой муж, мои дети, все знали о том, что я усердно молюсь Шримати Радхарани и также божествам Шри Рада Партхасарадхи о том, чтобы духовный учитель во время инициации дал мне имя Шримати Радхарани. And my initiation was happening in Shishi Radha Parthasarthi temple only. Я получила посвящение в храме Шри Рада Партхасарадхи. And I chose, especially in the yagya, I chose a seat from where I could have direct darshan of Radharani in front of Garurji. Во время вот этой огнехотры, огненной церемонии, я специально выбрала место, где сесть, так, чтобы получать даршан Шримати Радхарани и даршан Гаруды. And I was telling myself, even if I don't get the name from Radharani's name, but then I will accept whatever Guru Maharaj will give. I will not ask him to do anything, change or do anything for me. I will just accept it, whatever name he gives me. Я сказала себе, какое бы имя Гуру Махарадж мне не дал, я это приму. Если он не назовет меня каким-то именем, связанным со Шримати Радхарани, я не буду просить его, чтобы он что-то изменил.
So when my husband got initiated, he got the name Rasa Priya Das, and Guru Maharaj gave him a piece of paper where the meaning of the name was written. Rasa Priya Das means servant to the Lord of the dances. So he got, and Guru Мы, Maharaj said that. Yes. моего мужа Гуру Махарадж назвал Раса Приядас, что означает can you repeat the Servant meaning to of the this Lord name? of the dances. Servant to the Lord of the Servant dances. of the Lord of the dancers. Dancers. То есть Раса Приядас означает слуга повелителя танцоров. Это имя моего мужа. Такое имя получил мой муж. And then my turn came. А потом пришла моя очередь. And Guru Maharaj had that slip of paper, but he crushed it and kept it with him. He did not give me that. Уже были заготовленные листочки, распечатанные с именами. Гуру Махарадж взял этот листочек, скомкал его и положил себе в карман, то есть он не отдал его мне. And he said, your name is Radhika Krpa. И сказал мне, тебя будут звать Радхика Крипа. I didn't believe it. I did not believe in what he was saying. Я не поверил, я ушам своим не поверила. And because as the yajna ended, I walked to the board. There was a bulletin board where the list of names was written. Потому что там была доска объявлений в храмовой комнате. Я видела то, что там написано. I walked there and I read before my Karmi name, in front of that it was written Ras Mandali Devidasi. И увидела, что меня должны были назвать Раса Мандали Девидаси. And I don't know how Guru Maharaj appeared there. He stood next to me. I was looking into the board and Guru Maharaj came and stood next to me. И вот я стою у этой доски объявлений, смотрю, что там это написано, а за спиной стоит Гуру Махарадж. Он подошел туда, я даже не заметила. He said, what are you looking at? И спрашивает, чего ты там смотришь? I said, is this my name or the one you gave me? That's my name. А я ему говорю, так как меня зовут, так как здесь написано на доске объявлений или то, что вы сказали? And Guru Maharaj said, your name is Radhika Krpa. И Гуру Махарадж сказал, тебя зовут Радхика Крипа. Then you know Sri Balram, he was Guru Maharaj's secretary at that time, the servant to Guru Maharaj, the Russian На тот boy. момент слугой и секретарем Гуру Махараджа был преданный из России Шри Баларам. Because I was not believing Guru Maharaj even, I went to Sri Balram. И поскольку мне как-то не поверилось в то, что Гуру Махарадж сказал, я пошла к Шри Балараму. I said, Balram, when did my name change? I want to know that. When and how my name changed. И спросила его, когда, вот в какой момент мне имя поменяли. He said 2 days ago the list was prepared and your name was kept Rasamandli as with your husband, matching with your husband. But then, but then Guru Maharaj changed it on the Vyasasana, just giving you the beads, he changed your name. И Шри Баларам Прабху сказал, имена уже были заготовлены за 2 дня до инициации, и тебя должны были звать Раса Мандали, но вот именно сидя на Вьясасане, в самый момент инициации, когда Гуру Махарадж давал тебе четки, он поменял тебе имя. So, this is how Guru Maharaj, actually Radharani speaks through the Guru, she is the Guru Tattva. That is how it happens. I came to know when I went into the scriptures. Такова Гуру Татва Шримати Радharani проявляется через духовного учителя. Я поняла это позже, узнав об этом из священных писаний. So our Guru Maharaj could read our minds, could read our hearts. He knew everything and what is happening in our minds. Гуру Махараджу ведомо все. Он знает, что происходит в наших умах и сердцах. He once said, Mohanrupa Prabhuji recently said, Guru Maharaj told him, I can enter your mind and read your mind. Who told about Guru Maharaj? What is his name? And there is another interesting... Can you repeat the name of that devotee? I can, Mohanrupa Prabhu, the president for Shri Shri Radha Parthasarathi. Маханрупа Прабху, президент храма Шри Шри Рада Партхасаратхи, сказал, что вот Гуру Махарадж ему однажды сказал, я могу заглянуть в твое сердце, заглянуть в твой ум и узнать, что там происходит. There are many stories. I wrote this book and memoirs with my spiritual father.
in 2023, I offered it to Guru Maharaj. It's got 200 candid pictures with him from my initiation to many more pictures, which I В clicked with him. 23 году я написал вот эту книгу о духовном учителе. «Воспоминания о моем духовном отце» называется. В 23 году написала и предложила ее Гуру Махараджу. Because I had so many stories to say, so the devotees were always telling me, put them in a book. So I asked Guru Maharaj in 2022, Guru Maharaj, everybody's saying I should write. Should I write? And there were devotees again before me only told Guru Maharaj, please tell her, Maharaj, please you tell her to write. She will write then. And then I wrote it and offered it, and Guru Maharaj was very happy. Преданные много раз просили меня, расскажи разные истории, связанные с Гуру Махараджем, которые мне известны. И они Гуру Махараджа тоже просили, они говорили, вы ей скажите, пусть она напишет. И в 22 году я спросил у Гуру Махараджа, мне написать книгу об этом или нет. Он сказал да. Я написал эту книгу, предложил ему в 23 году, и он был очень счастлив. Now this is the Bhagavatam we are reading today. There is a message of Guru Maharaj on this Bhagavatam even. A big message he has written here for me. А вот тут, в этом издании Шримад Бхагаватам, Гуру Махарадж написал персонально для меня наставление. And this It is is, not this, I'll read it. Can you read Yes. if it is He possible? said, Radhika Krpa Devidasi, this book contains the most valuable information for the perfection of human life. Здесь Гуру Махарадж подписал книгу, он написал «Радхика Крипа Девидаси». Эта книга Шримад Бхагаватам содержит наиболее ценную для тех живых существ, которые находятся в человеческой форме жизни, информацию. This is the ripened fruit of Vedic knowledge. Это спелый плод ведического знания. Gopal Krishna Goswami, May 9th, 2002. 2002. Мая 2002 года Гопал Кришна Госвами. So this event, he came to our home on this, there was on May 9th, 2002, there was a big program I hosted for 300 to 400 devotees in our home. 200 devotees? Yeah, How many do you have? 200 devotees. В мае 2003 года я провела у себя дома программу для преданных, там было 200 преданных. It was like 5 months after my initiation, this program happened in our home. То есть я провела эту программу через 5 месяцев после того, как получила духовное посвящение. And Guru Maharaj came, and I was thinking in my mind, does he remember my name? Because he haven't spoken that name after that. Like 5 months after that, he had never said Radhika Krpa. And I was wondering in my mind, does he remember my name is Radhika Krpa? He's given that. And when he went on the stage, okay, you first translate. Гуру Махарадж пришел на эту программу, которая через 5 месяцев после моего посвящения состоялась. И поскольку Гуру Махарадж назвал меня Радхика Крипой только один раз во время инициации, после этого ни разу меня не называл этим именем, я все думала, а он вспомнит это имя или нет. I was thinking in my mind, and when he went on the stage, the first thing he said, it's very nice that Radhika Krpa has hosted a program. Вот я об этом думала, а Гуру Махарадж тем временем зашел на сцену, и первое, что он сказал, я очень счастлив, что Радхика Крипа организовала эту программу. He could definitely read our minds, he knew our minds. То есть он, несомненно, может читать читать наши мысли, увидеть, что у нас в умах происходит. Once I called him up after a preaching program because he said I should preach. So I had gone to preach in some other city in Delhi, in India. So just adjacent to Delhi. And while coming back from there, I called him up. I used to report to him. I used to call him up and tell him everything. And then I called him up. I said, Guru Maharaj, I just gave a lecture to 100 devotees in such city, Rohtak. And he said, you have to become an international preacher. You will become an international preacher. You have my blessings to travel the whole planet for preaching. And he said that.
По наставлению Гуру Махараджа я однажды отправилась в один из индийских штатов для проповеди, провела там программу, ну, была такая традиция отчитываться перед ним, рассказывать о том, какая проповедь идет. Я сообщила ему о том, что вот я провела программу в таком-то городе, там собралось 200 участников, и он ответил: я благословляю тебя на то, чтобы ты стала международной проповедницей и путешествовала с проповедью повсюду. And he wrote this in a mail to me from US. He was in US. He wrote a mail to me when I was preaching, reporting him for preaching activities. He sent a mail to me. I still have that mail. I've got all his mails with me. And he wrote in that mail that you have my blessings to travel anywhere on this planet for preaching. В тот момент Гуру Махарадж находился в США, и оттуда он мне написал по электронной почте письмо. Все его письма, которые ко мне на электронную почту поступали, его письма я храню. И в этом письме он конкретно пишет: я благословляю тебя на то, чтобы проповедовать по всему миру. His humor was too great. I don't know how many of you experienced that. He was very humorous. У него было очень хорошее чувство юмора, и я думаю, многие из вас знают об этом. He would sit with me and we would do leg pulling for my husband. Both of me, Guru Maharaj and me, would sit and do leg pulling of my husband. We would all laugh together. Pulling means what? Leg pulling, like teasing him, like teasing my Teasing? husband, saying, Ah, I don't know how to put it. That is, physically. no, tease what? means with the words. Like once, Ah. yeah, I'll just say, then you can tell. Well, like Yeah. once my Prabhu said, you can lecture the whole world but not lecture me. My husband said that to me. You can lecture the whole world but don't lecture me. So I told Guru Maharaj, he says don't lecture him. And Guru Maharaj says, who tells you to lecture him? You tell me what you want to tell him. I will lecture him. Got it? Guru Maharaj said, I now will it's lecture your clear. husband. You tell me what you want to say, I will tell him. I will lecture him. Yeah, now it became clear. То есть он любил подшучивать вместе с нами, то есть со мной, с моим мужем тоже. Однажды муж мне сказал: Гуру Махарадж дал тебе благословение проповедовать по всему миру. Можешь всем лекции давать, а мне лекции не читай. Я тогда говорю Гуру Махараджу: мне мой муж говорит, чтобы я не читал ему лекции, а вы сказали, чтобы я читала лекции всем. А Гуру Махарадж тогда сказал: а кто тебе сказал, что ты должна читать лекции своему мужу? Ты, если что надо, скажи мне, и тогда я ему прочитаю лекцию. We will end with this. There is this book I have written. I've written 6 books. This is one of the first book I wrote in 2007 on the Vaishnav teachings in Sikhism, on the orders of Guru Maharaj. В 2007 году по наставлению Гуру Махараджа я написала вот эту книгу, всего я 6 книг написала, это первая. Она называется «Вайшнавские наставления в традиции сикхов». Guru Maharaj was Punjabi, so Guru Maharaj could understand what I could speak in Punjabi, and he would ask me often, okay, repeat, I understand. So I would repeat from the Sikh scripture, Shri Granth Sahib. So I would repeat Guru from that. Maharaj is Punjabi in the sense that he knows language, or in the sense that he knows tradition? He knows the tradition, the language, both. He was from a Punjabi family. Поскольку Гуру Махарадж из пенджабской семьи, то он знает и знаком с традицией сикхов и с пенджабским языком, поэтому он дал мне это наставление написать такую книгу. So he was always telling me since 2001 that I should write a book, but I was not thinking. I'm a fashion designer by profession, so I'm not a scholar. So I thought I'm not fit to write a book. So I would not. He would say, and I would not listen to that. Like I used to ignore it whenever he said, write a book, write a book. С 2001 года Гуру Махарадж давал мне это наставление писать книги, но поскольку я по профессии модельер, то думала, что это меня не касается, игнорировал эти наставления, а он раз за разом наставлял меня: пиши книги, пиши книги. So one day in 2007, we were in Vrindavan,
there was an official meeting. So my husband, I myself, Guru Maharaj, and then the president of Vrindavan temple, Devamrit Prabhu, now he's Bhakti Rasamrit Maharaj, he was also there. So Guru Maharaj introduced me to the president of the temple. He said, "You know Radhika Krpa?" And he said, "Yes." So Guru Maharaj says, "You know, she has written a book." And I had not written a single word till then, never I had attempted even. And Maharaj said, "She has written a book." And Prabhuji, Devamrit Prabhu, looked at me, he acknowledged, and I said, "Thank you." He appreciated my writing the book I had not written, which I had never written. And then you can tell. Yes. В 2007 году состоялась специальная встреча во Вриндаване в составе Гуру Махарадж, мой муж, я и Девамрита Прабhu, на тот момент президент Вриндаванского храма, сейчас его зовут Бхакти Расамрита Свами. И на этой встрече Гуру Махарадж сказал Девамрите Прабhu: вот это Радхика Крипа Матаджи, она написала книгу, а на тот момент я никакой книги еще не написала. И Девамрита Прабhu сказал: замечательно, то есть он поблагодарил меня за книгу, которую я еще не написала на тот момент. So I made a promise to myself that my Guru has told everybody I've written a book which I have not written. That means I have to write it now. И тогда я дала себе обещание, должна написать эту книгу, раз Гуру Махарадж всем рассказывает про какую-то книгу, которую я еще не написала. And it was June 2007. Это было в июне 2007 года. And Guru Maharaj Vyas Puja was August 2007. It was coming within 1.5 months. Через 1,5 месяца в августе 2007 года And I made a promise. Vyasa Puja Guru Maharaja. I made a promise. I came back from Vrindavan that very day. I sat with all the scriptures around me. There was no Google at that time. I could not do any net researches. I did everything on my own manually. I had all the scriptures around me. I would sit for 12 to 13 hours every day, and I completed the book in August near Guru Maharaj Vyasa Puja, or just 2 days before Guru Maharaj Vyasa Puja. I had spoken to the printer that you have to print few copies immediately as I come to you. And they were printed one night before Guru Maharaj Vyasa Puja. The books come to my home, few books, and I took them to Guru Maharaj and I said, "Maharaj, the book is here." And that video you can still see on my Instagram where I offered the book to him. В тот же день я вернулась из Вриндавана и стала выполнять это обещание, которое дала самой себе. То есть от 11 до 12, до 13 часов в сутки я сидела, обложившись книгами, священными писаниями. На тот момент не было Гугла, не было возможности провести исследования при помощи интернета, поэтому я писала все это вручную. И затем за несколько дней до Веса Пуджи распечатала несколько копий. Эти копии пришли буквально накануне самой Веса Пуджи. He gave a beautiful foreword for this, which I will read, and then he was so happy. He, just after the Vyasa Puja, there were meetings with Jayapataka Maharaj. He tells Jayapataka Maharaj, because Jayapataka Maharaj knows me very well, he told Jayapataka Maharaj that Radhika Krpa has written the book. And Jayapataka Maharaj, yeah, please. Гуру Махарадж написал замечательное предисловие к этой книге, и потом, когда закончилась Веса Пуджа, он сказал Джайапатаке Махараджу, который хорошо меня знает, вот, Радхика Крипа написала книгу. And Jayapataka Maharaj calls me up in the middle of the night by 11:30 after the meeting, and he says, "How many copies will you give me to take to the world?" And I told Guru Maharaj that. И потом в 11 часов вечера после этой встречи Гуру Махарадж позвонил мне и сказал, сколько у тебя есть экземпляров этой книги, чтобы я мог в свое международное путешествие эти копии взять, экземпляры. And Guru Maharaj said, go, give him as many copies. Tell him, let him take it to the world. And it was the first. Jayapataka Maharaj took my book to Hong Kong, to London, everywhere he took it.
То есть не в путешествие Гуру Махараджа, а в поездку, которая международная поездка Джайпатаки с вами. И Гуру Махарадж сказал мне, дай ему как можно больше экземпляров своей книги. И он начал путешествовать с этими экземплярами везде, Гонконг, многие другие города. Guru Maharaj gave in the foreword, Radhika Krpa Devidasi has thoroughly researched these teachings and brought to light the similarities of Sikhism vis-a-vis Vaishnavism, thus establishing a common chord between the two paths. В предисловии Гуру Махарадж пишет, Радхика Крипа Девидаси тщательно изучила традицию сикхизма и обнаружила параллели между двумя традициями, вайшнавской традицией и традицией сикхизма, и таким образом представила эту тему подробно, и подробно раскрыла эту тему. This book will also help the devotees preaching to the Sikh community, as now they will get a better understanding of the teachings of Sikhism. Эта книга поможет преданным лучше понять традицию сикхизма и проповедовать в их среде, успешно проповедовать в их среде сознание Кришны. Srila Prabhupada has always asked his disciples to write books that could help in preaching. Шрила Прабхупада всегда просил своих учеников писать книги, которые могут помочь в проповеди. I want to thank Radhika Krpa Devidasi for spending time to produce this important book. Я хочу поблагодарить Матаджи Радхика Крипу за то, что она потратила время, свое ценное время на написание этой важной книги. As she is a gifted writer and a good preacher, I want to encourage her to keep writing and preaching to enlighten the suffering humanity. Она одаренный писатель и успешный проповедник, и я хочу благословить ее на то, чтобы она проповедовала дальше и писала дальше ради блага страждущего человечества. Yours sincerely, Gopal Krishna Goswami. Искренне ваш Гопал Кришна Госвами. So these few, I have got plenty to speak, I know, but there is your time limitations. I don't know how much is it. I can go on for hours and hours, and we have all glories to Guru Maharaj, all glories to our beloved spiritual master. Because of him, I am here. Because of him, we are preaching. Because of him, we are living in the spiritual world. Вся слава нашему возлюбленному духовному учителю, по милости которого мы проповедуем, по милости которого мы живем, по милости которого у нас есть возможность вернуться в духовный мир. Я часами могу говорить на эту тему, но у нас есть определенные ограничения по времени. Any question anybody has, they can ask me. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы, можете задавать. Yes, Prabhu. Харе Кришна, Матаджи. Hare Krishna. Задавайте, пожалуйста. Спасибо вам большое за катху, то, что вы рассказали о Гуру Махараджи, свой опыт, свои отношения с ним. Но мы видим, что Гуру Махарадж, он такая личность, что он всегда отвечал на желания своих учеников. Thank you very much for this katha, for these memories of Guru Maharaj. As we know, he was always reciprocating on desires of his disciples. Yes. Да, и мы поначалу, у нас тоже были такие случаи, достаточно много, когда Гуру Махарадж в присутствии его, мы что-то желали, и он сразу же, буквально немедленно отвечал на это желание. At the very beginning of our spiritual life, we have many cases. Our devotees have many cases when someone has a desire in his heart, and immediately Guru Maharaj reciprocates on this. Yes. Иногда мы задаемся вопросом, это было желание Гуру Махараджа или он отвечал на наши желания? Вот как вы сами думаете? Sometimes we think what kind of desire it is. Maybe it is our desire and Guru Maharaj is able to see our desire, or maybe it was Guru Maharaj himself who impacted this desire in our heart and then reciprocated on this desire. What do you think of this? It's yes, the Guru makes you do the things. Guru actually, what he desires, he puts that into you, through you. You become an instrument to do that. We have no capability. I cannot write, I know it.
I'm not he keeps on saying gifted writer. He actually has gifted that to me. I used to say, Guru Maharaj, I am nothing. It's only you. I know when Punjabak temple had to grow big, my Prabhuji was, he was again the charge he found the place where the new Punjabak temple is right now. So Guru Maharaj would say, the meetings were happening in our house because the temple was previously very small, so no meeting could happen here. They were happening in our house. Guru Maharaj would come here and would do all the meetings here. And then everybody said, gave me a target of collecting a big amount of money when we wanted to buy that new property. Can I translate? Yeah, please, Otherwise sorry. Otherwise, I will forget what was the Yes, beginning. yes, Okay. yes. Yeah. Окей. Значит, Гуру Махарадж называет меня одаренным писателем. Я про себя считаю, что я ничто, у меня нету этого, это он мне дал, это он мне вложил. То есть, да, Гуру Махарадж чего-то хочет от нас, он вкладывает в нас то или иное желание, делая тем самым нас инструментом в руках Кришны. Мой муж подобрал вот это место, эту территорию, нашел, где сейчас находится храм Пунджаби Баг, это он сделал. И на тот момент, на момент строительства, проводить собрания, связанные с организацией всей этой стройки и так далее, было негде, поэтому это происходило у нас дома. And then Guru Maharaj, the meetings are happening and they gave me a big target. And when the target, Guru Maharaj gave me the target, I said, Guru Maharaj is my partner. I'll do my best. The rest, everything will be filled up by Guru Maharaj. So I would always tell him, you are my partner, Guru Maharaj. Партнер. Okay. И там, ну, каждому давали определенные задачи во время этих собраний. И мне тоже была поставлена определенная задача, определенная цель. И я сказал Гуру Махараджу, Гуру Махарадж, вы мой партнер, я сделаю, что от меня зависит, то, чего не хватит, это уже вы добавите. Target means what kind of targets? Can you Target is the collection, you get the amount I had to collect. They gave me this, that you have to collect this much. Like. То есть, когда мы говорим о целях, то речь идет о конкретных суммах пожертвований, которые нужно собрать на строительство храма. И вот я говорю, Гуру Махарадж, вы мой партнер, я вот соберу сколько смогу, остальное вы. Yes, when Guru Maharaj came first to our home even, he said, do you want me to come to your house? I said, yes, I want you to come to our house. And then he came. He got self-invited. He said, you want me to come to your house? I didn't know how to invite him. I said, yes, Guru Maharaj. So he came to our house. I was not initiated at that time. Yes. Гуру Махарадж пришел, когда впервые в наш дом. Я на тот момент не имела посвящения, не была инициирована. И я хотел, чтобы Гуру Махарадж приходил к нам домой, но не знала, как его пригласить. И он спросил меня, хочешь, чтобы я приходил к тебе домой? А я говорю, да. And then he said, you have so many rooms, why not one room for Krishna? So make one room the temple room. And so I did it. А потом он сказал, у тебя тут в доме столько комнат, сделай так, чтобы одна из этих комнат была для Кришны. И я последовал этому наставлению. And after that, making the room, the temple room, I met him in Ludhiana Rath Yatra. I especially went to be with him in the Ludhiana Rath Yatra in the year 2000. Yes. То есть одну из этих комнат я оформила как храмовую комнату специально для Кришны, и после этого следующая наша встреча состоялась в Лудиане во время Радхаятры. And there I told him the room was ready, but I will not do the arti till Guru Maharaj comes and do it. I told him. I said I will not start doing arti. The room is all ready, altar is all ready. И сказала Гуру Махараджу, все в порядке, комната готова, алтарь готов, но арати там проводить я не начну, пока он не начнет. Надо, чтобы он пришел и все это начал. He was so busy man, but I never thought of that. I always thought him to be so near to me. Like we say, oh, Krishna is so near and yet so far. Guru Maharaj was like that. He was so near to every one of us. And yet he had such big responsibilities. He was a big sannyasi. He had so much to do in ISKCON. But we always thought he was so near, so we could invite him like that. You have to do it. And I said again and again, Guru Maharaj, I will not do it. You will only do it. When you come only, then will I start offering in that altar. То есть я так ему и сказала, я сама не начну.
не начну пуджу, не начну арати, надо, чтобы вы начали. Про Кришну мы говорим, что он и далеко, и близко, и то же самое справедливо в отношении духовного учителя. У нас есть ощущение, что он близко вместе с нами, и в то же время он занятой человек, и у него множество различной ответственности, различных обязанностей, в том числе как у саньяси. И на тот момент я не думала о том, что он занятой человек, поэтому я ему сказала, что вот сделайте, без вас не начнем. There were no deities. I had just put up big pictures of Radha Shamsundar, Krishna Balaram, and Gaurnitai. They were huge, big pictures in very beautiful frames. I had made that altar. But there were no deities. And I was insisting that, Maharaj, you have to come. Only you will come, then only we will start offering here. Божеств у нас на тот момент не было. У нас были просто в таких красивых рамках изображения Шри Шри Gaur-Nitai, Радхи Шьяма Сундары, Рада Шьяма Сундара, Gaur-Nitai, and who else? Sorry. Krishna Balaram, Vrindavan. И Кришна Баларамы. То есть вот такой был алтарь просто с изображениями, с фотографиями. Но я настояла на том, чтобы Гуру Махарадж пришел и все это осветил. So, he got a bit angry with me that day when we were leaving for Delhi, and I was pestering. I said, no, Guru Maharaj, you have to do it. And he said, you don't have to tell me what I have to do. You have to do what I tell you. That's what Guru Maharaj said. Он даже немножко разгневался на меня в тот день. Я настаивала на том, чтобы он это начал. А он говорил мне, ты не должна мне говорить, что мне делать. Наоборот, это я должен тебе говорить, что тебе делать. And then also I said the last word, I will wait for you. And I left the room. I did not look back. I said, I will wait for you. And I left the room. And we came to Delhi. Так или иначе, я оставила последнее слово за собой, то есть я сказала ему, я буду вас ждать. И ушла, не оглядываясь, и мы уехали в Дели. I did not wait for the answer. But I came. And then when we reached Delhi, the next day, one day later, call comes from Guru Maharaj. And Maharaj says, yeah. Мы уехали в Дели, на следующий день телефонный звонок от Гуру Махараджа. Guru Maharaj said that his secretary said, at that time Balaram was the secretary again, the Balaram said, Guru Maharaj is going to meet the Prime Minister in the morning, afternoon he's there. While coming back from Prime Minister, meeting after the Prime Minister, he will come to your home to do the Aarti. Шри Баларам Прабhu, который на тот момент был секретарем, он позвонил нам и сказал, тут у нас Гуру Махарадж с утра встречается с премьер-министром, потом после этого он может направиться к вам, чтобы арати провести у вас дома. You see how busy he was. Prime Minister of India is not a small thing. He's the Prime Minister for 130 million people. But Guru Maharaj meeting him and then coming straight from there to my home to do the Aarti. He came. То есть Гуру Махарадж едет на встречу с премьер-министром, а он не какая-то там незначительная личность, за ним многие люди стоят, и потом прямо с этой встречи отправляется к нам домой проводить арати. He was so happy to see the altar. He was very happy to see the temple room, such beautifully done. And then the devotees wanted to start with the nursing Aarti. And he said, no, we will have full Aarti here. And he sang himself the Gaura Aarti and then nursing Aarti. Он пришел, посмотрел эту храмовую комнату, остался очень доволен этими изображениями на алтаре. Преданные, которые были с ним, хотели начать церемонию с молитвы Господу Нрисимхадеву, но он их поправил и сам пропел полностью Гаура Арати и провел поклонение при помощи упачари. That was his blessing. So likewise, many more times he blessed us. Таково было его благословение, и впоследствии он еще неоднократно благословлял нас вновь и вновь. Хари Бол. So we should end, I know. It's really late now. Anybody wants to say something to me? Please. Уже, в принципе, пора заканчивать. Если кто-то что-то желает сказать, то пожалуйста. А то тут Прабху хотел, Амандип Синг Прабху хотел, поднимал руку, поэтому, может быть, он может сказать. Видимо, он англоязычный, поэтому можно ему сказать на английском. Хорошо. Окей. Как зовут? Амардип Синг, right? Амандип Синг. You've raised your hand, then you put it back. If you have the question, please ask the question.
Amandeep Singh Can he unmute Prabhuji. him? He can unmute himself? Where are you, Prabhuji? I don't know he's present or not. He's just camera. Amandeep Singh. Yeah, everything is muted and switched on. It's okay. He Окей. can hear. Я, знаете, еще хотел относительно вот этой темы, то, что мы затронули о желании Гуру Махараджа или желание самого преданного. Вот когда Матаджи говорила, похоже, пришло понимание, что у Гуру Махараджа он совершен во взаимоотношениях. Он в нашем сердце появляется как его желание, так и он отвечает на наши желания. То есть он настолько вот удивительно, конечно, мы видим, что в нашей жизни он даже на такие незначительные желания, как просто с ним поехать куда-то, он отвечал даже на такие желания. Madhavapuri Prabhuji is saying that Guru Maharaj is perfect in all respects and relationships with others, and he was able to reciprocate on desires of his disciples and devotees, even when small requests just to accompany Guru Maharaj somewhere, he is ready to reciprocate. Yes, always. He was always reciprocating his, whether it's a small desire or a big desire. He always said he did not want to displease his disciples. Displease, the word he used. He always said, I don't want to displease you. Да, он отвечал на разные желания своих учеников, и на большие, и на маленькие. То есть он не хотел своих учеников, как он выражался, оставлять неудовлетворенными, огорчать их. Yes. Thank you then. Thank you, Prabhuji. Anything Thank else? you. I last. Еще что-то есть? У преданных, да, у преданных есть какие-то вопросы, можно задать, пока есть возможность о Гуру Махараджа, поэтому можно тоже перечислить, перевести, что, потому что здесь много англоязычных. Да. We're just waiting for the questions, and questions are not coming. We don't know why. Oh, why? Yeah. Because I don't know. They're. Вот Прабhu поднял. No one wants to ask anything. It's okay. Ну чего, Мадхавапури Прабhu, Харе тогда Кришна, заканчиваем. Вот, ага. Хари Кришна Прабhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hello. Yes. क्या Yes. मुझे Hello. Can you hear me? Yes. Yes, you are audible. क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. He wants to speak in No, Hindi. you speak English, otherwise How will we he will be translate? able to translate in Russian. Speak English only, please. If Hindi, you can write personal to me. I can't speak English. It's okay then. You can write a question Okay. in my group. That's okay. So Thank you, Prabhuji. Dhanyavad. that's good. That's good. So, any question from the Russian devotees from there? No one wants to ask anything? Вопросы от русскоязычных, пожалуйста. Everybody is happy to listen about Guru Yes. Maharaj. They are content. In ecstasy. In ecstasy. Ecstasy, right. That's absolutely right. I told Guru Maharaj last when I told him, I had asked him that I will go to Tashkent with you, Guru Maharaj. Like I was telling him that I want to go to Tashkent to preach. And he said, my Guru Maharaj used to come. And he said, yes, when I go next, you come with me. And then that had happened. It's like that only. There is a Sikh shrine in Kartarpur, that is in Pakistan. So I told him you can go there without you don't have to get the visa, especially from Pakistan for that. You are free to go, just apply there, and then you can just visit. It's a Kartarpur corridor, they call. You just visit the shrine and come back. It's a day trip. So I told Guru Maharaj I plan to go there. He said, I also want to go with you. I said, that will be my dream come true. And that we talked about in March 2024. And I was planning it all after the Rohini opening, that I will ask Guru Maharaj and we will go together. And then that did not happen. Then I went, specially recently I went on 31st of March this year. I went specially carried a picture of Guru Maharaj and I went to that shrine. So it was always like whatever Guru Maharaj said, I wanted to do that. I wanted to fulfill his words. That's my life and soul for the last 26 years.
На протяжении последних 27 лет жизни, чего бы Гуру Махарадж от меня не хотел, о чем бы он меня не просил, я всегда старалась этому следовать, у меня было желание следовать этому всему. И весной 24 года планировалась поездка Гуру Махараджа в Центральную Азию, в Ташкент. Я спрашивала его, могу ли я его сопровождать, он говорил, да, можно. Также, значит, на территории Пакистана есть, в Пакистане есть определенная территория, куда граждане Индии могут попасть без оформления специальной визы, просто подав заявление. И я сказала Гуру Махараджу о том, что собираюсь туда отправиться с проповедью, и он сказал, я тоже с тобой поеду. И это было 21 марта 2024 года, мы говорили об этом, это было перед открытием храма в Рахине, то есть все это планировалось, но, к сожалению, не состоялось. Yeah. So this is all about the Guru. I have written a book. I've written 6 books. So one of the book with the memoirs it came out was Guru, the Spiritual Father. This Я is написала всего 6 книг, вот одна из них, она называется «Гуру, Духовный Отец». Guru. And when I was writing this book, I wanted a foreword from Guru Maharaj. And Guru Maharaj said, I told I've completed a book. And he said, what is the title of the book? It was 2023 I'm talking about. Guru Maharaj said, I said, Guru Maharaj, Guru, the Spiritual Father. And Guru Maharaj looked at me and gave me a big smile. В 23 году, когда я эту книгу издавала и хотела, чтобы Гуру Махарадж написал к ней предисловие, он спросил у меня, как книга называется. Я сказал, книга называется «Гуру, Духовный Отец». И откуда шумы идут? Выключайте микрофоны. И Гуру Махарадж, услышав это, широко улыбнулся. So there is a lot more to say, but I don't know. There is very limited time you have. Any questions come, you can answer. Otherwise, I think so we should end the session otherwise. Or how about you? Еще много всего, конечно, можно рассказывать, но у нас есть ограничения по времени, поэтому если есть вопросы, задайте. Если нету, мы закончим на этом. Матаджи Гаурадеша, вы хотели что-то задать, да? И Матаджи Судеви, да, по-моему? Да, Хари Кришна. Хари Кришна. Мои поклон, дорогая духовная сестра. Вот очень впечатлило то, что ваша вот книга «Вайшнавизм и сикхизм». У нас как бы здесь очень много мусульманства, и тем не менее у нас какие-то есть очень красивые отношения между преданными, то есть как бы, в мусульманстве, то есть как-то они умеют друг друга уважать, еще что-то. И то, что вот проводятся какие-то параллели в отношениях друг с другом, это, меня очень, конечно, впечатлило и вдохновило, что мы можем находить такие параллели. Вот, и просто, может быть, немножко вы расскажете о том, как вот вы какие параллели вот сикхизм и вайшнавизм вот провели. Mataji Gauradesha is speaking about this situation in Central Asia because we have many people from Muslim tradition. По-моему, это шумы от вашего микрофона, Gauradesha Mataji, да, спасибо. So there are common things between Muslim tradition and Vaishnavism, and they can find these common things and they can deal nicely in these Central Asia countries. At least Gauradesha Mataji is saying about this experience. So her question is, what common things you found between Sikhism and Vaishnavism? Can you elaborate a little bit on this? Yes. Sikhism, it's all the glorification of Hari. It's all the glorification of Krishna. Традиция сикхов – это традиция прославления Кришны, традиция прославления Хари. Some fanatic Sikhs may not agree to it, but it says itself. There are many quotes I've put in the book from where we can derive, yes, they are talking about Krishna. Фанатично настроенные сикхи могут не согласиться с таким утверждением, но я нашел в священных писаниях соответствующие цитаты в большом количестве, в которых говорится о Кришне. There are the stories of Ajamal, there's the story of Prahlad, Dhruv,
everything there is given. They have been glorified in the Guru Granth Sahib, the Sikh scripture. В писаниях сикхов приводятся эти истории. История Джамила, история Прохлады Махараджа и так далее. Друва Махараджа. So there is so much common. There is all glorification of Harman. We say the Golden Temple is called Harmandir Sahib. So Har is Hari. In Punjabi we say Har. Hari is called Har. So pronunciation of Hari is Har in Punjabi. So Har means Hari. And it's the temple, the big golden temple is called Harmandir Sahib. So it's Hari's Mandir here. And where is this temple situated? It's in Amritsar, the golden temple, the famous golden temple made of all gold. В Амритсаре есть знаменитый, полностью покрытый золотом храм Хар Мрит. What is the name It's of this temple? Harmandir. Harmandir. Хармандир. Хармандир. Называется Хармандир. Хар означает Хари. Господь Хари, то есть Кришна. Yes. So they can, those in English, they can read the book. This book is in, it's been translated in Pakistan also. It is distributed in Urdu and Sindhi in Pakistan. Эта книга переведена на язык урду, ее на язык синди, или как он называется правильно. Распространяется эта книга также в Пакистане. Те, кто читают по-английски, могут достать экземпляр этой книги и прочитать ее тоже. Nice question. Anybody else? Очень хороший вопрос. Есть ли еще вопросы? Ну, преданные, давайте или задавайте, или закончим. Давайте внесем ясность. Хари Кришна, меня слышно? Слышно? Ага. Я вот хотела спросить, то есть вы распространили огромное количество Шримад Бхагаватам комплекта и Бхагавад-гиты. Можете коротко как бы вот свой вот этот опыт рассказать, каким образом вы это делаете? Mataji Sudevi is very much impressed by your book distribution scores. And she wants to know the secret of your success, how it became possible. It's all Guru Maharaj blessings. He's my partner everywhere, so it's his blessings. Это все с благословения Гуру Махараджа. Он меня благословляет, он мой партнер во всех делах. My group was especially blessed by Guru Maharaj. It's all online. I do all, these are online scores. So Guru Maharaj actually gave me a big target in 2020 when he came to know my preaching online. He said, I want you to do the marathon now. And your Bhagavatam marathon target is, he said, the goal is 1,000 Bhagavatam sets. I said, I've never done one even in the whole lifetime. How will I do 1,000? В 2020 году вот сформировалась эта группа во время пандемии, онлайн-группа, которой я проповедовала, и Гуру Махарадж в этом году поставил передо мной цель распространить 1000 комплектов Шримад Бхагаватам. Я сказала ему, я и одного комплекта даже за всю свою жизнь не распространила ни разу. And then, but I told my group, online group, I told them, I used to sing the glories of Guru Maharaj, I used to sing the glories of Bhagavatam, the glories of Bhagavad Gita. My group was, and I really worked hard with them with Guru Maharaj mercy. I have been coming live every day since the COVID times for 2 hours early in the morning, from 5 a.m. to nearly 6:45 every day. It's been now more than 1,550 days. Начиная со времен пандемии, вот так вот каждый день по 2 часа с 5 часов утра до, может быть, 6:45 я выходила с ними на связь по Zoom и прославляла в их присутствии Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, Гуру Махараджа. And do an evening program as well, almost every day, from again 5:30 in the evening, again 1 hour to 40 minutes program every day. Онлайн. Online. И также по вечерам мы тоже собирались на эту вечернюю программу в 5 часов вечера, тоже часа на 1,5 каждый день. And many courses with my online group. I have been doing the full Bhagavad Gita. Then we have done Nectar of Instruction. We have done 5 cantos of Srimad Bhagavatam.
and Prabhupada Lilamrit all. Once we have finished it all, we have started with now the second round. Again, we are reading it. Мы прошли с этой группой Бхагавад-гиту, «Нектар наставлений», 5 песней Шримад Бхагаватам, и Прабхупада Лиламриту один раз мы прошли полностью, и теперь на втором заходе находимся. So you see the blessings of the acharyas, the blessings of Guru Maharaj, that only can make the miracles. So in my group, I tell everybody if they go for preaching, they tell their relatives, their friends, their colleagues, they tell them for Bhagavatam, they first narrate the glories of Bhagavatam. And then they tell them to take Bhagavatam, bring Bhagavatam to their home. Because how I got Bhagavatam was, Guru Maharaj told me, do you have a Bhagavatam? And I was not initiated at that time. I said, Guru Maharaj, I have not read Bhagavad Gita as it is. I haven't read it as yet, the Bhagavad Gita fully. So how would I understand Bhagavatam? He said, you get Bhagavatam, by touching it, you will become purified. And Just by touching the books. Touching, he said. Just by touching Bhagavatam, you will get purified. And I ordered the Bhagavatam immediately, and I got it at home, the set. And because Guru Maharaj said, by touching it, you will be purified. Гуру Махарадж велел мне прочитать Бхагаватам. Я сказал, я еще не полностью прочитала Бхагавад-гиту. Гуру Махарадж сказал мне, просто касаясь этих книг, ты очистишься. И в тот же день я приобрела комплект Шримад Бхагаватам себе домой, библиотеку свою. So in our group, it has been like that. We have been conveying this message that just by touching it, Guru Maharaj's words are that you will be purified. And people have told me so many stories that when they got Bhagavatam in their home, they had this problem, that problem. They all got solved immediately when the Bhagavatam came. Чудеса могут происходить лишь по милости Ачарьи, по милости духовного учителя. И в этой онлайн-группе я убеждал участников приобретать Шримад Бхагаватам, тоже основываясь на словах духовного учителя, что те, кто просто касаются Шримад Бхагаватам, получают очищение. И потом участники этой группы рассказывали много раз случаи о том, как в их жизни до того, как они приобрели комплект Бхагаватам, были те или иные проблемы, а потом они решались. But again, I know it's all Guru Maharaj. I used to go to him during the marathon. All the time I was meeting him, he would be wearing a garland. If he remembered to give me the garland, it was okay. Otherwise, I would tell Guru Maharaj, Maharaj, I need the garland, please. Because I have this garland, God mercy. I have to give this mercy. Your mercy has to be showered on my group as well. So if you give me the garland, I'll show them all in the morning. And I know they will again do the book distribution with the best of energy. And Guru Maharaj would happily give the garland to me. Take it out and give it to me. He would say, take it for your group. Все это происходило по милости, опять же, по милости духовного учителя, по милости Гуру Махараджа. Когда мы виделись, он отдавал мне свою гирлянду. Если он не забывал это сделать, я говорила ему, что гирлянду нужно отдать, потому что если он отдаст, то я смогу ее показать группе своей через Zoom, они вдохновятся и пойдут распространять книги. Once we were coming after the Srimad Bhagavatam class to his room. Guru Maharaj gave the class, then he went to his room and he said, okay, come and meet me in my room. So me and my Prabhuji were going to meet him in the room. When we went there, so Guru Maharaj said, I saw the garland was missing from his neck. He had given to his servant. And I said, Maharaj, the garland. And he said, where's the garland? And the servant said, oh, that brahmachari took it on the way. Guru Maharaj said, why? Why did he take it away? Go and get it back from him and give it to Radhika Krpa. And the garland was brought and given back to me. Однажды после лекции по Бхагаватам Гуру Махарадж пригласил нас с мужем в свою комнату на Даршам. И я смотрю, что гирлянды у Гуру Махараджа нету. Я говорю, а где гирлянда? А он спрашивает своего секретаря, где гирлянда? Секретарь говорит, да вот брахмачари один забрал. И Гуру Махарадж говорит, пойди это забери у него и отдай эту гирлянду Радхика Крипе. So you see, it's all his mercy. I'm nothing. То есть это все его милость и больше, и ничего больше. И только она, только милость. Today's shlok is absolutely, that is the shloka for Guru Maharaj. Yes, he is the one who gives you all mercy to know Krishna. То есть сегодняшние тексты с Бхагаватам, он именно про Гуру Махараджа, потому что он наделяет нас всем необходимым для того, чтобы мы могли постичь Кришну.
I can keep on speaking, for hours and hours. But Можно, конечно, часами. Я могу часами говорить и говорить. because Guru, I've added now this edition of my book, Memoirs with My Spiritual Father, is second edition is coming this Vyas Puja. I've added more like Да. nearly 100 На pages эту, to it now. на эту Весапуджу выходит уже во второй редакции книга моих воспоминаний о духовном учителе. Это расширенная, дополненная версия, там будет на 100 страниц больше. Even Guru Maharaj doctor used to say that I should visit Guru Maharaj very often because Guru Maharaj I would make him smile, I would make him laugh. I would say something and he would laugh away. Because Даже yeah. врач духовного учителя Гуру Махараджа мне говорил, приходи к нему почаще, потому что он, когда видит тебя, улыбается, смеется, это ему хорошо. In these later days, my Prabhuji would make a very nice chapati, cook a very nice chapati for him. Very beautiful paratha, like the Punjabi paratha. So Guru Maharaj loved it. It was very soft and very nice. And Guru Maharaj would tell Parth Pran, his servant, learn from Rasapriya, learn from him. He's making such nice. And whenever my husband could make it, Guru Maharaj would love to have it. So one day on 28th, that was 27th of February or 26th of February 2024, we were coming from the Rohini temple out. And Guru Maharaj, just like that, he said, Rasapriya, your chapatis are the best in the world. Guru Maharaj said that. And I immediately added to it. I said, Guru Maharaj, he's under the best training. I'm giving him the best training to do that. And Guru Maharaj laughed and laughed and laughed. So you trained your No, Prabhuji, I or never. he trained you? It was just a joke. I never trained him. So it was always his Yeah, I just took the chapatis. credit. I was laughing and taking the credit always. Окей. Гуру Махараджу очень нравились чапати, которые мой муж готовил, очень такие мягкие, вкусные. И Гуру Махарадж говорил своему секретарю, своему слуге, научись у него, научись у Расаприи, Прабху, как готовить эти чапати. И однажды в феврале 23 года мы встретились в храме Рахини, и он поблагодарил меня за эти чапати, и я сказал спасибо. So there is, I still can go on, but I want to know the limit now. То есть я могу все говорить, но все-таки хотелось бы знать, какой у нас регламент. Можно еще вопрос задать Харе Кришне? Задайте. Радхика Крипа, спасибо вам за то, что вы делитесь сокровенным. И вот у меня такой вопрос. Испытали ли вы трудности после ухода Гуру Махараджа? И как это переживаете или пережили? Была ли помощь извне какая-то? Mataji Nrisimha Priya is asking you, did you face any difficulties when Guru Maharaj passed away, and did you have a need of any external help? Did you accept any external help? Something like this. No, Mataji, I had no problems because Guru Maharaj actually made a place for me. He made me give lectures in the temple as well, in the temples. I was giving the Sunday feast lecture in Shri Radha Parthasarthi many times. And even in fact, on 28th April, the last Srimad Bhagavatam lecture Guru Maharaj gave in the temple, Shri Radha Parthasarthi, it was 8 o'clock his lecture and 1 o'clock was my Sunday feast lecture. And he knew it, he actually told me that I am encouraging the ladies should give the Bhagavatam class here, the senior Matajis. So he told me specially, but that is, and abroad I do give everywhere. In India, Srimad Bhagavatam is difficult to persuade. Some places, some temples I've given. In India, I've given in Pandharpur. I was there. I was in Maharashtra. I was recently invited. I gave classes there, Bhagavatam classes. And Sunday, Guru Maharaj especially used to call up, on my behalf, he would call up and tell the temple presidents, invite Radhika Krpa for lectures. You should invite her. One day,
she will not have time. You will invite her and she will not have time to come to you to give lectures. You should invite her. And it is, I still have faith in Guru Maharaj so much that he's around us. And when you really, I have experienced that, when you pray to him, he's very much around us. And he takes away all Никаких the особых problems. сложностей я не испытала в связи с уходом Гуру Махараджа, потому что он дал мне кшетру, дал мне служение, чтение лекций. И 28 апреля 2024 года, когда была последняя утренняя лекция и вообще последняя лекция Гуру Махараджа, утренняя лекция по Бхагаватам, это было воскресенье, то дневную лекцию в этом же храме Шри Рада Партхасарадхи читала я. А на той утренней лекции по Шримад Бхагаватам Гуру Махарадж сказал о том, что он поощряет, вдохновляет старших матаджи на то, чтобы они давали Бхагаватам, делились своими реализациями. И также он рекомендовал меня президентом различных храмов в Индии. Он говорил, он приглашайте Радхика Крипу Матаджи читать лекции, потому что если сейчас не пригласите, потом у нее уже будет занято в расписании, и вам будет ее сложно пригласить и так далее. She wants to say something more? Есть ли еще вопросы какие-нибудь? Ну, спасибо большое, Матаджи Радхика Крипа. Мы, похоже, так достаточно долго вас уже держим. Может быть, вы очень сильно заняты, поэтому спасибо большое то, что вы смилостивились уделить для нас время, да, послушать о Гуру Махараджа. Да, также очень вам благодарны. We're very grateful to you that you gave this katha of Guru Maharaj, that we had got to know more about our Guru Maharaj, and likely you are busy with other things, so we're not going to force you to stay with us anymore. Yeah, I can come back sometime again, no problem. I can, so that we can always, you can bank on me, you can call me, and I can be back with you all. Да, вы можете звонить мне, приглашать, и мы снова можем встречаться, созваниваться и общаться. Харе Кришна, thank you Mataji, very nice class. Thank you. Vancha kalpataru bhaksha kripa sindhuvaye cha patitanam bhavanebhyo Vaishnavbhyo namo namah. Vaishnav Thakur ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrind ki jai, Namacharya Das Thakur ki jai, Shad Goswami Vrind ki jai, Iskon Acharya Vrind ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad Guru Maharaj ki jai. God Premanande. Hari Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Thank you very much, and thank you to all of you, those who attended. Hari Bol. Спасибо всем, кто участвовал. Thank you. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо за внимание. Hari Bol.